Здравствуйте, с вами Сергей Хомяков. Тема данного видео — закономерности в гипотезе Коулса. Те, кто в курсе данной проблемы и знакомы с теорией множеств, могут поставить видео на паузу. Вам многое будет понятно из этого слайда. Для остальных все по порядку. Гипотеза Коулса — одна из нерешенных проблем математики. Данной гипотезе уже более 90 лет, и получила она широкую известность благодаря простоте формулировки. Для объяснения сути гипотезы рассмотрим следующую последовательность чисел, называемую также сиракузской последовательностью. Берем любое натуральное число n. Если оно четное, то делим его на 2. Если нечетное, то умножаем на 3 и прибавляем единицу. Над полученным числом выполняем те же самые действия и так далее. Для примера возьмем число 7. Оно нечетное, умножаем его на 3 и прибавляем единицу. Получаем 22. 22 четно, делим его на 2, получаем 11. 11 нечетно, умножаем на 3, прибавляем 1, получаем 34. И так далее. В итоге последовательность достигает единицы и образует бесконечный цикл из чисел 4, 2, 1. Гипотеза Коулса гласит, что какое бы начальное натуральное число n мы не взяли, рано или поздно мы получим единицу. На данный момент есть существенный прогресс в доказательстве сходимости сиракузской последовательности к единице. Однако до сих пор нет определенности в том, насколько быстро или медленно это произойдет. В данной серии видео я постараюсь ответить на этот вопрос. Рассмотрим гипотезу Коулса в терминах теории множеств и определим простые множества Коулса. Обозначим класс данных множеств буквой А. Если гипотеза верна, то любому натуральному n соответствует конечное множество n, формируемое из элементов сиракузской последовательности. Элементы последовательности добавляются в множество n до тех пор, пока не получим число, которое уже есть в множестве n. Данный код на языке Python является примером программной реализации построения простого множества Коулса для заданного n. Также приведу пример простых множеств Коулса, сформированных от чисел от 1 до 7, с указанием мощности данных множеств. Мощность множества — это число элементов, входящих в множество. Определим базовое множество Коулса. Обозначим класс данных множеств буквой b. Любому натуральному n соответствует конечное множество bn, являющееся объединением простых множеств Коулса от единицы до n-1. Как видно из определения, множество b1 будет представлять собой пустое множество. Данный код на языке Python является примером программной реализации построения базового множества Коулса для заданного n. Также приведу пример множества b, сформированного от числа 8, являющегося объединением множеств a с индексами от единицы до 7, которые рассматривались в качестве примера ранее. Из базового множества Коулса можно выделить два подмножества. Буквой e обозначим подмножество четных чисел, буквой o обозначим подмножество нечетных чисел. В качестве примера приведем множество e8 и o8, образующее множество b8. Определим непересекающееся множество Коулса. Обозначим класс данных множеств буквой c. Любому натуральному n соответствует конечное множество cn, являющееся разностью множеств an и bn. То есть в множество cn будут входить все элементы множества an, не входящие в множество bn. По факту программный код, формирующий множество b, приведенное выше, оперирует непересекающимся множеством Коулса, исходя из этой формулировки. Приведу пример непересекающихся множеств Коулса, сформированных от чисел от 1 до 7. Непересекающееся множество Коулса с четным индексом всегда будет либо пустым, либо содержать один элемент. Следовательно, его мощность будет равна либо нулю, либо единице. И учитывая данное обстоятельство, для анализа закономерности есть смысл также выделить из базы множества b два подмножества. Подмножество b с нечетными индексами обозначим как b'. Подмножество b с четными индексами обозначим как b2'. И внутри данных подмножеств также можно выделить подмножество четных и нечетных чисел. Итак, все основные определения даны, осталось сформировать тестовую базу множества Коулса и проанализировать их на предмет наличия закономерностей в образующих их элементах. Проведем анализ мощности базовых множеств Коулса и входящих в него подмножеств, построенных от всех 16-битных чисел. Здесь и далее, говоря о n-битных числах, я имею в виду числа, для представления которых достаточно n бит. Сформируем множество bn в диапазоне индексов от 1 до 2 в степени 16, а также вычислим мощности соответствующих им множеств o и e. Приведу пример двух простых программных реализаций формирования источника данных для нашего анализа на языке Python. Алгоритм, который реализует первую программу, хорошо иллюстрирует логику построения множества b с последовательно изменяющимся индексом, однако явно не является оптимальным с точки зрения быстродействия. Данный алгоритм имеет квадратичную сложность, и построение базового множества Коулса от всех 20-битных чисел займет уже не минуты, а часы.
а для 34-битных чисел это будут уже месяцы. Можно понизить сложность данного алгоритма до линейно-логарифмической, используя бинарное дерево поиска. Но здесь нужно учитывать, что основной ресурс, в который опирается данная задача, не быстродействие, а память. И для хранения информации о присутствующих множестве B-элементах при организации бинарного дерева поиска потребуется в 3 раза больше памяти по сравнению с обычным массивом. Вторая программа реализует алгоритм, использующий битовый массив для хранения информации о присутствующих множестве B-элементов и имеет линейную сложность. Однако и при этой реализации для построения базовых множеств Колца от всех 34-битных чисел на языке Python все же потребуется несколько дней. При этом расчетные данные будут содержать определенную погрешность, связанную с выходами некоторых элементов за пределы выделенного битового массива. Что касается скорости исполнения, здесь уже многое зависит непосредственно от языка программирования, транслирующего программу в машинный код. Использование интерпретатора, коим является Python, для формирования множества B с индексом более миллиарда, не самая лучшая идея. Вообще, программная реализация данных задач – это отдельная тема. Я для получения необходимых расчетных данных использовал C++ в связке с ассемблером, что относительно Python дает тысячекратный выигрыш во времени исполнения. Однако вернемся к полученным предварительным данным, и в результате исполнения данной программы сформирован список со значением мощности множеств O и E с индексами от 1 до 2 в степени 16. Для анализа зависимости будем использовать библиотеку Pandas и первым делом преобразуем полученный список значений в датафрейм. После этого можно оценить корреляцию между мощностью множества O и E. Мы видим, что данные по корреляции показывают, что существует явно выраженная зависимость между мощностью множества четных и нечетных элементов базового множества. И для определения характера данной зависимости давайте представим ее графически. График демонстрирует, что зависимость носит линейный характер, и отношение мощности множества четных элементов к нечетным стремится к константе. Константа, к которой стремится данное отношение, есть не что иное, как корень из 3. Небольшие флуктуации вначале легко объяснимы, если смотреть на процесс формирования последовательности в двоичной системе счислений. На графике я обозначил узловые точки. Им соответствуют точки с индексами вида 2 в степени n. Узловые точки являются точками перехода с одной разрядности индекса на другую в двоичной системе счислений. Очевидно, что на отрезках между узловыми точками будут существовать флуктуации, а значения в самих узловых точках будут содержать уже итоговую информацию о влиянии всех паттернов, соответствующей битностью индекса. Поэтому для аналитических зависимостей будем брать информацию по узловым точкам. Пока мы не перешли к анализу по узловым точкам, и у нас есть полный набор данных по мощности всех базовых множеств Колца от единицы до 2 в степени 16, представим базовое множество Колца в графическом виде. Здесь приведено графическое представление базового множества Колца с индексом 2 в степени 16 в естественном порядке его формирования и сортировка элементов по возрастанию. Также для оценки динамики изменений базового множества приведены графики множества B с индексом 2 в степени 15 и 2 в степени 16. Данные графики демонстрируют, что существует зависимость мощности множества B в узловых точках от его индекса. Выделим из нашего датафрейма информацию по узловым точкам. Значение мощности множества B в узловых точках при увеличении n практически удваивается. Это отчетливо видно уже начиная с n равно 8. И на этом этапе уже ясно, что существует ряд зависимостей мощности базового множества Колца от разрядности его индекса, представленного в двоичной системе счислений. Для подтверждения наших предположений желательно иметь большую выборку данных. Тестовая выборка опиралась на 65 тысяч базовых множеств Колца. В качестве рабочей будем использовать выборку из 17 миллиардов множеств. Для получения рабочей выборки я использовал комбинированный подход. Это битовый массив в связке с бинарным деревом поиска для элементов, выходящих за пределы битового массива. В качестве языка реализации использовал C++ в связке с ассемблером. Загрузим предварительно рассчитанные данные непосредственно в датафрейм, добавим вычисляемые поля и сгруппируем необходимые для анализа данные через сводные таблицы. Полученный датафрейм имеет практически стопроцентную корреляцию. И давайте выделим несколько интересных зависимостей, которые можно сформулировать на основании данного датафрейма, и отобразим их графически. При этом последние 5 точек графиков представим в табличной форме, чтобы видеть, к каким значениям стремятся соответствующие зависимости. Синим цветом представлена зависимость, которую мы уже рассматривали. Это зависимость мощности множества четных чисел от нечетных. Зеленым цветом отражена зависимость отношения мощности базового множества Колца в соседних узловых точках. Красным цветом представлена зависимость мощности базового множества Колца от индекса.
и аналогичные зависимости от индекса построены для подмножеств О и Е. Первые две зависимости выглядят перспективными с точки зрения аналитического доказательства, так как константы, к которым стремятся данные зависимости, имеют выраженный смысл и логику. А для того, чтобы расшифровать число, к которому стремится третья зависимость, я приведу еще один график. Здесь мы видим, что нашу зависимость можно разделить на две по признаку четности индекса. Если рассматривать множество b с нечетными индексами, то эта зависимость стремится к 2. Зависимость множества b с четными индексами стремится к 1/6. Здесь хотелось бы обратить внимание еще на один момент. Шкала всех приведенных графиков является степенной, так как n, отображаемая по оси абсцисс, является показателем степени для основания 2. Таким образом, на интервале n от единицы до 10 на графике отображаются индексы от 1 до 1024, а на интервале от 10 до 34 отображается индекс от 1024 до 17 миллиардов. И если построить данный график в обычной шкале, то можно видеть всю незначительность начальных флуктуаций. В качестве резюме в виде гипотез опишу формулами полученные численные зависимости. Что дают нам эти гипотезы? Ну, как минимум то, что по разрядности числа в двоичной системе числения можно грубо определить верхнюю границу числа шагов, за которой сиракузская последовательность, построенная от этого числа, придет к единице. Также можно определить максимальное число, выше которого не вырастет заданная последовательность. Как получить грубую оценку, вполне очевидно. Как ее можно уточнить, мы поговорим позже. В этом видео я привел лишь часть полученных зависимостей. С моей точки зрения есть и более интересные, о них мы поговорим в следующих видео. А сейчас всем спасибо за внимание и до встречи.